О, приветик! Это как вы меня видите первый раз. Я чувствую, что я тоже вижу себя первый раз. That's много всего. После последнего видео мой друг комментировал и сказал: ты как будто мукой обсыпана. Я решила, все. Это была последняя капля. Я наконец-то купила камеру. Ура! Я теперь банкрот, но я надеюсь, что стоит. И для вас смотреть на этот канал бесплатно. Так что с праздником. У вас тоже подарок. Или может быть нет, может быть это не подарок. Посмотрим. Всем привет, меня зовут София, и я американка. Ну что ж, вы уже знаете от названия этого видео, что я боюсь ковбоев, но я не всегда их боялась. Все началось, пока я была в университете. Пока я училась в Санкт-Петербурге, моя семья в США приехала дальше на запад, и я побывала в этом западном городке первый раз после того, как я вернулась из России. Если вы это не знаете, есть культурный шок и обратный культурный шок, но тот шок, который был у меня, совсем неожиданно, потому что я даже не вернулась в то место, которое для меня было знакомо. Не был обратный шок, не новый шок. Это был шок как от чего-то до боли знакомого, например, истории, которую вы слышали много раз, но с которой столкнулись впервые. Даже Канзас не был так экстрем, как этот новый штат. Горы, равнины, прекрати полы, пустыня. Красота, но пустота. Мы ехали на машине, и чтобы доехать туда, мы проезжали через населки с населением 3 человека. Это не привлечение. Были вывески, которые нам рассказывали, сколько людей там жило. Заброшенные дома, пустые почтовые отделения. Нам нужно было проехать минимум 3 часа, прежде чем найти заправочную станцию, если она все еще работала. Мало-помалу у меня был растающий страх, как паника. Все было похоже на старый голливудский фильм из какого-то вестерна. И меня так раздражает, когда иностранцы смотрят фильмы из Голливуда и думают, что все, это Америка. Есть многие стереотипы, которые неправда. Но я чувствовала, что я попала в прям вестерн. Было лето, и мама сказала, что Радея скоро будет в нашем городе. Я уже поговорила с сестрой и знала, что надо собраться с духом. С каждым днем я не могла игнорировать нарастающий страх и призналась, что я боялась познакомиться с ковбоем. Каждый раз, когда я видела ковбоя или даже скотовода, я начинала нервничать и не знала, что делать своими руками. И я как страус. Я думаю, что если я не двигаюсь, и если я не посмотрю на них, они не будут видеть меня. It's not how that works. Я только могла думать о Радее и о том, что скоро серьезные ковбои из целого штата все будут в одном месте, в нашем городе, и мне некуда сбежать. Я не помню, когда я призналась маме о своем страхе, но она даже сегодня насмехается надо мной. Каждый раз она спрашивает: а чего ты боялась в России? Я боялась, что меня бы закололи использованной иглой, похитили, и либо меня бы убили, либо меня бы продали в проституцию. Если вы не знаете, в Питере я долго жила у метро улица Дебенко, и это был ужас. Never again. I am not going back there. No, sir. Потом мама спрашивает: а чего ты боишься здесь? То, что какой-то ковбой подойдет ко мне с важным видом, одна его рука лежит на большой поясной пряжкой, а другой рукой опрокидывает свою широкополую шляпу, пока он вежливо вытягивает слова «Howdy, ma'am». That's not really the accent. Это было бы так стереотипно, что я боюсь, что я бы рассмеялась им в лицо. В конце дня американская девушка внутри меня просто боится быть оскорбительной. I should be a Canadian. Потому что моя мама ненавидит меня. Она попросила, чтобы я пошла с ней в магазин для фермеров и скотоводов. Я зашла в магазин с ней, и там у кассира была молодая алпака с игрушками. Мы узнали, что
алпаку зовут Кэти. Мама хохотала и напоминала меня, что родила через несколько дней. Спасибо, how could I forget? День родия. Это было море ковбойских шляп. Я могла слышать их акценты, я могла видеть, насколько вежливы они все были. Это было ужасно. Моя семья думала, что было весело смотреть, как я страдаю. Был момент, когда я пыталась ходить в коридоре, и я отделилась от своей семьи. Ковбои буквально окружили меня, и я застыла. Я вам рассказывала, что мы все говорим «привет» незнакомцам, но слава богу, когда есть толпа, это не всегда бывает. И ни одного «howdy, ma'am» не было. Я не могу сказать, как яростно, быстро било сердце. И я просто молилась, чтобы никто не представился мне. Я только думаю об этом, и сердце сильно бьется. Но я выжила и уехала из этого штата как можно скорее. Но теперь у меня соседка по комнате, и жить с ней — это как пройти терапию выдержки. Она с юга, иногда имеет акцент штата Алабамы. Она любит слушать музыку кантри, и она регулярно пытается заставить меня противостоять моему страху перед ковбоями. Но это не потому, что она любит меня и хочет помогать. Это потому, что она думает, что смешно, когда у меня много стресса. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, если у вас какой-то необычный или смешной страх. Я не хочу быть одна. Ну все, спасибо и до встречи.